Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 10 декабря 2018 года. Один из самых популярных, интересующих наших посетителей вопросов касается событий, которые традиционно проходили в субботу во Франции. Да, это уже традиция. Весь день 8 декабря СМИ показывали протесты так называемых «желтых жилетов». Как по кальке Майдана. Уже пошла в ход брусчатка и погромы, в городе замечены бронетранспортеры, в толпе распыляется слезоточивый газ. Вопрос. Франция из всех стран Европы первой подписана под хаос и беспредел? Нет, все обстоит немножко иначе. Насчет традиционности вот этого Майдана французского в первой Франции, Украина же себя именовала Францией второй, вот, в первой Франции происходит действительно уже традиционно. Случаи, вот если вот событие какое-то произошло, это просто событие. Если два одинаковых события, это уже тенденция, но если три одинаковых события, то это уже закономерность. Событие, которое произошло вот 8 декабря, это как раз уже закономерность. Это четвертая манифестация, которую проводят в Париже и вообще в стране по субботам. То есть каждую субботу закономерно раз там и проводят. А если посмотреть на суть, вернее, на динамику этого процесса, то мы, в общем-то, не видим соответствия украинского Майдана и Майдана французского. Ну, смотрите, что было на Украине? На Украине майдануты прыгали, убивали беркутовцев, жгли их коктейлем Молотова. Это было мирное противостояние. И Запад, в том числе и Франция, требовали от Януковича: не смей трогать, они же дети. Ну и что там, убили одного другого беркутовца? Тебе что, жалко, что ли? Ну это же мирно все происходит, они же мирно убивают. А во Франции нет. Во Франции идет наведение порядка. Если там 30-летних разогнали, это дети. А здесь школьников из лицея, 150 человек, поставили на колени со связанными сзади руками, навели порядок, все нормально. Потому что здесь наводят порядок. Если у нас, например, когда разгоняют либерастов, их на руках разносят, то во Франции девушку за волосы по брусчатке утащили. Все нормально, упала, сама виновата. А то, что тебя за волосы взяли, тоже сама виновата. То есть полиция действует совсем по-другому. И что-то никто не возмущается, не говорит о том, что же вы делаете, потому что это Франция. Это во Франции происходит. Правда, насчет совсем никто я бы не сказал. Так наш МИД в прошлую, не по этой последней демонстрации, а в прошлый раз, когда в первый раз пострадали наши журналисты, наш МИД сделал заявление и призвал Францию не прибегать к чрезвычайным мерам насилия, то есть быть в рамках как благоразумие, что ли. С таким же призывом обратился и Эрдоган и говорит: ну что вы там себе позволяете? Вот у нас в Турции вон какая демократия. Мы мирно тоже разгоняли, а вы нас ругали. То есть это только начало. А дальше будет уже заявление о том, что, ну, ребят, вы же сами говорили, что на Украине мирный Майдан. Так вот, вы переводите. Будьте последовательными и назовите, что и у вас Майдан, он тоже мирный. Тем более, что у вас жандармов не убивают, как убивали беркутовцев на Майдане на Украине. Вот. Поэтому давайте-ка не применяйте чрезмерно силу. Но это как бы все внешне.
А что вообще-то происходит во Франции? Ну вот с чего вот во Франции пошли все эти события? Кому они адресованы? Что они по себе значат сами по себе? И вот все это не понять, если мы не будем использовать второй приоритет обобщенных средств управления. То есть не будем использовать историю. Не посмотрим, откуда проистекают корни вот этого события. И в данной ситуации, повторю, мыслить статичными состояниями, или короткими во времени, это ничего не понимать. Что и демонстрируют нам все аналитики, все СМИ, они тоже мы вот эти вот соответствия видим, вот картинка 1, картинка 2, а вот дальше вообще суть того, что происходит, мы не знаем и не понимаем. А куда нужно вернуться? А нужно для начала, это вот самый минимум. Вообще нужно начинать с того, как был избран Макрон, как Франсуа Фийон, который представлял интересы глобальных элит в плане формирования управления в Европе, которое отстроится от американского надгосударственного диктата. Макрон представлял именно интересы американской страновой элиты, он победил. Но это отдельные, мы уже неоднократно об этом говорили. А куда надо вернуться вот, для того, чтобы понять, откуда желтые жилеты-то выползли? А нужно вернуться к июню-июлю текущего года, к чемпионату мира, на котором Франция победила. Мы говорили о том, что Францию не просто так сделали победителем, что Франция, вот эта вот победа, должна была укрепить позиции президента Франции Макрона для того, чтобы последующие события, которые будут на конец сентября-октябрь, что в принципе и произошло, вышло в конце концов, развернулось в ноябре, вот, позволило бы устоять Макрону и решить задачи управления. А что вообще представляет вот это событие? То есть, чего мы возвращаемся? Так вот, когда мы говорили о государственном перевороте в России, о разжигании гражданской войны в России, я уже приводил такой пример, что не получилось у страновиков американских совершить государственный переворот и развязать гражданскую войну в России посредством через чемпионат мира. Не получилось. Но планы-то никуда не ушли. Это вот я приводил пример с ремонтом дома. Но вот произошло примерно следующее. Вот все. И отпуск совпал, и деньги заготовлены, и стройматериалы заготовлены. Все у тебя получается, но при том, что когда начали работать, выясняется, что, ну, скажем так, нужно делать какое-нибудь отопление, нужен водопроводчик, но выясняется, что к водопроводчику у него форс-мажор, приехала теща, он напился на радости и работать не может. А когда это уже сдвиг пошел, это уже нарушение планов, а когда водопроводчик начал работать, то выясняется, что состояние этой системы не такое, и нужно проводить больше объем работы, а график, который выстроил, требует, чтобы уже работала другая бригада, ну, там, скажем, отделочники. И вот это все накладывается, и это пошло по нарастающей, по принципу домино. Вот нечто подобное произошло у американской страновой элиты. Потому что вот когда мы проводим анализ, и мы поддерживаем одни процессы, и гасим другие процессы, мы как раз и способствуем тому, чтобы государственный переворот не состоялся. Когда это приобретает осознанное выражение в осознанном поведении статистического большинства людей,
то у американской страновой элиты по совершению государственного переворота и развязыванию гражданской войны в России планы рушатся. А у них же все под это было заведено. Так вот, они не рассматривали вариант того, что Макрон может уйти из-под крыла американской страновой элиты. Водопроводчик напился. И значит, нужно срочно решать эту задачу. Но это уже было спрогнозировано глобальщиками, которые укрепляли позиции Макрона тем, что предоставив ему победу на чемпионате мира. Но страновики, руками которых осуществляется надгосударственное управление, многому научились у глобальщиков. И они начали сразу же отрабатывать, они сразу начали опускать авторитет Макрона. Потому что на этом авторитете, который бы поддержал его рейтинг, те действия, которые бы они могли предпринять, недопустимы. То есть всегда нужно систему сначала привести в соответствие с управленческим маневром, который будет совершать система. Это вот все равно, что вот когда машина идет на одной скорости и подходит к крутому повороту, она должна сбросить скорость. Иначе она либо вылетит с дороги, либо перевернется, ее понесет. Ну, там масса всяких вариантов, что с ней может произойти. Так вот, сначала нужно подготовить систему. Соответственно этому, когда глобальщики сработали на подъем авторитета, рейтинга Макрона, значит, его нужно понизить. И его начали понижать. И сразу же на празднованиях, помните, конфуз с флагом, который авиация Франции запустила, другие конфузы, которые негативно срабатывали на Макрона, повезли его куда его там возили? В Гвиану, где он там фотографировался-то. Вот. Понимаете, шло опускание Макрона. То есть то, ради чего Макрона выводили, чтобы на событиях, которые глобальщики уже спрогнозировали, они знали, что будет это. И будет серьезная ситуация в мировой кредитно-финансовой системе. К этому должны быть готовы все страны, отрабатывать воздействие американской страновой элиты. Они поднимали Макрона, а эти опускали. И вот это вывело определенную задержку с событиями, не активную фазу не на октябрь, а на конец ноября, активную фазу, которая разворачивается теперь и в начале декабря. Но они не могут победить по одной простой причине. Вот абсолютно не играет никакой роли, какой рейтинг у руководителя страны для того, чтобы состоялся или нет государственный переворот. Весь вопрос в адекватности системы управления к состоянию системы управления. И что такое вот многие там, вот выйдем мы на демонстрацию, что-то мы там решим. Ну много решили. Люди, протестовавшие в 13-м, я про Францию, протестовавшие в 13-м году против отмены традиционной семьи во Франции. А ведь выходило, по разным оценкам, 1 300 000 – 1 600 000 человек. Только в Париже вышло 1,5 миллиона человек, вот если вот взять эту усредненную оценку. Они что-нибудь решили? Нет. Им ввели и однополые браки, и воспитание детей в семьях, и родитель один, и родитель два. То есть все, традиционную семью просто-напросто ликвидировали законодательно. Что решили студенческие волнения в 2006 году? 3 с лишним миллиона вышло по всей Франции. Ничего не решило, потому что система решила совершить этот маневр, и она его совершила. И управление в их руках. Вот право на насилие есть только у государства. И тот, кто определяет это право, вернее, кто использует это право на насилие, тот и управляет системой.
Почему проиграл Янукович? Потому что он был лишен применения силы по отношению к манифестантам. И Майдан только разрастался. И Янукович-то поначалу не уходил, и никто, в общем-то, не требовал от него «уходи». Все требовали, чтобы Украина вошла в Евросоюз. А что сейчас во Франции? Во Франции высказывается там вообще калейдоскоп всяких требований, но есть прямое указание на то, чтобы ушел Макрон. Везде уже появляются надписи, где Макрон равно Людовик XVI. Уже начинают серьезные издания публиковать о том, что есть внутренний заговор в окружении Макрона по его свержению. Такой заговор, безусловно, есть. Тут даже говорить нечего. Потому что уже даже корреспондентам, освещающим события во Франции, уже просто понятно, даже им, что эти все манифестации кем-то организованы и управляются из одного центра. Они не видят, кем это сделано. Но то, что организовано и управляемо, они это видят. Вообще надо сказать, что все вот такие, особенно длительные, общественные мероприятия всегда имеют четкий организационный центр и управление. И требуют серьезных ресурсов на проведение этого управления. Если этого нет, никакое народное выступление не состоится. Будет максимум такой разовый выхлоп. Народ высказался, разошелся и все. Ну, на следующий день поговорили, ты пойдешь, а куда пойдешь? Ну, пришли на площадь, потолкались и разошлись. А вот если есть точка концентрации, то туда всегда придут. Потому что есть и агитаторы, есть организаторы, которые все это дело проводят. И что Майдан был организован, вот люди, скакавшие на Майдане, им было абсолютно по барабану. Кто им деньги платит, за что они там прыгают. Они думали, что они прыгают за одно, а оказалось за другое, а потом они в каких-то обидах. Какие обиды? Ребята, вас наняли, чтобы вы были клоунами на Майдане, чтобы вы попрыгали, дали телевизионную картинку. Мы внутри решим, что и как будет. И вот, несмотря на то, что есть прямые свидетельства о том, что против Макрона существует заговор с целью его свержения, тем не менее, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем полный порядок в управлении силовыми структурами Франции. Макрону подчиняется и полиция, и жандармерия, и армия. И он спокойно работает на подавление вот этого Майдана. Результат. С чего начиналось? 17 ноября сколько было манифестантов? 300 тысяч. А 8 декабря уже 125. И то считают, что завышено. Речь идет о 80 тысячах. То есть идет схлопывание процесса. Идет, этот процесс выдыхается. Идет перехват управления. Так что, куда мы выходим? Мы пропустили одно важное звено. Между последней манифестацией 8 декабря и чемпионатом мира было что? Был G20 в Аргентине, где Макрона встретил кто? Человек в желтом жилете. Вот даже если служба протокола не сработала нормально, то куда смотрела охрана Макрона? А куда она смотрела? А она подчиняется управлению.
А кто осуществляет это управление? Кто организовал вот эти все мероприятия? Бенефициар всех этих мероприятий одно – страновая элита Соединенных Штатов, для которых потеря управления миром, паразитирование на всем мире означает полный крах. Они становятся никому не нужны. Замыкание, согласно плану глобального предиктора Соединенных Штатов в рамках своего государства и его переформатирование национальную, вот эту вот страновую элиту США не устраивает. И страновая элита США, она бьется. Что произошло на G20? Посмотрите, как себя вел Трамп. Трамп вот сначала объявляет: я буду встречаться с Путиным. Потом объявляет, что все, не буду встречаться с Путиным. А дальше Меркель разворачивает самолет, потому что, все, нужна встреча. Вот понимаете, какая штука? Все мероприятия такого рода, как G20, они проводятся по определенному плану. Все соглашения уже в определенном плане проработаны. И если ты убираешь какое-то звено из этого, то все остальные договоренности, которые ты должен проводить на основе вот этой договоренности, они теряют смысл. Их лучше вообще не проводить, чем проводить по заранее подготовленному плану. И что сделал Трамп? Он избежал всех серьезных встреч. На серьезные мероприятия, где нужно было поставить позицию Соединенных Штатов, огласить, он не пришел. Потому что выстроенный план управления им рухнул. А тот, который ему навязывает американская страновая элита, он не подходит. Поэтому Меркель не прилетела на встречу. С остальными он разбежался. Говорят, вот с Меркель тоже он встретился. Разница между двухчасовой, полуторачасовой встречей и 10-15-минутной встречей в коридоре, она очевидна для всех. Вот. Поэтому никаких встреч Трамп не проводил. Более того, он даже финальную пресс-конференцию отменил. Говорит: Джордж Буш старший умер, как же я могу проводить? Да при чем здесь умер Джордж Буш, когда у тебя международный саммит? Ты по этим вопросам должен говорить. А почему он отменил? А потому что будут вопросы, на которые он не хочет отвечать. Он сначала хочет разобраться в управлении у себя, а уже потом отвечать. Ведь он же видит тоже. Макрона сделали так, что встретили желтые жилеты. То есть американская страновая элита, которая разжигает Майдан во Франции с целью принесения войны во Францию, чтобы решить свои корыстные интересы, они не понимают, что тем самым они окончательно подрубят сук, на котором сидит та самая американская страновая элита. Если начнется война во Франции, заполыхает весь мир. Они не понимают, что они поджигают свой собственный дом, в котором живут. Они думают, что война будет протекать так же, как протекала Первая мировая война, Вторая мировая война. И в России все управляемо. Мы решим тут. Мы сюда войну принесем. У нас вон Украина есть. У нас подпиндосники в правительстве. Вон, посмотрите, какие дела творят. Настраивают людей против Путина. У нас Россия вообще в кармане. Они не понимают, откуда сбои-то идут. Если она у вас, Россия, в кармане, то у вас уже государственный переворот должен был состояться летом 2018 года. И уж в стране должна, в России, полыхать гражданская война по полной программе, если у вас Россия в кармане. Но они от этих заблуждений не отказываются. Почему? Они же видят. Они видят Шувалова, Медведева, Рогозина. Да кого там? Кудрина. Можно перечислять. Набиуллина. Это кто Голикова. Да все. Видишь же, как народ поднимает и по бензину то же самое, по топливу. Ведь это же целенаправленно создано. Абсолютно целенаправленная ситуация. Пока Сечин был в правительстве, он пробил, и было пошлины на вывоз нефтепродуктов за рубеж и абсолютное, так скажем, приоритетное направление
Да, внутреннему рынку полностью, как это называется-то, не покровительство, а это... Ну, это все как бы такие это. То есть, это малые налоги, то есть приоритетность развития внутреннего рынка. И цены на бензин стояли. Сечина либерасты выдавили. И что они тут же сделали? С радостным визгом: хозяин, смотри, мы тебе служим. Обнуляют пошлины на вывоз нефтепродуктов за рубеж и вводят просто запретительные налоги внутри страны. В результате вертикально интегрированные компании, как Лукойл там и все остальные, они же сами добывают, сами производят бензин и сами продают. Они говорят, нам становится невыгодным самим у себя покупать по той цене, по которой мы сами себе назначаем. Потому что вот есть закон. И поэтому правительство говорит: ах, какие вы бедненькие, вы сами себе платите, вы сами извлекаете везде прибыль, так мы вам еще из казны государства денег-то отвалим. Ну разве может такая элита не держаться за такое, когда ты ничего не делаешь вообще? Все олигархи, вот Чубайс заявляет, вот народ неблагодарен олигархам, олигархи там его облагодетельствовали. Олигархи за все время, за 25 лет ничего не сделали. Они украли то, что наработано было в советское время людьми. Они украли эти деньги. Они ничего, ни заводы, ни дороги, ни социальную структуру, ничего не строят. Они осуществляют геноцид народа. И Чубайс требует, чтобы народ был благодарен. Но у нас строится же что-то, но строится только благодаря тому, что есть ручное управление, осуществляемое государем России, Путиным. Там, где Путин в ручном режиме управляет, там у нас что-то идет. Так вот, ну мы-то говорим про Францию. Так вот, ситуация какая? Работая на затягивание. Почему этот, кто называется, Макрон тянет по времени? Он что, не мог сразу все это решить? Мог. Но таким образом он вызывает жуткое напряжение внутри страны у себя, со стороны других ставленников американской страновой элиты. А что нужно сделать? А нужно, чтобы американская страновая элита выложилась полностью, чтобы ее энергия управления иссякла, чтобы они увязли на этом направлении и освободили возможность Трампу и Путину работать по наведению порядка внутри своей страны. И поэтому Макрон давит, постепенно все это давит. А что делает в это время, скажем, Путин? А Путин в это время встречается в ноябре с бывшим президентом Франции Саркози, который так или иначе, но все равно еще находится в обойме глобального предиктора. И на этой неделе с кем встречается Путин? С кандидатом в президенты, который проиграл на выборах, с Фионом. То есть, образно говоря, Путин проводит управленческий кастинг. Идет нормальная работа. И если Макрон не накосячит, не совершит непростительных ошибок, у американской страновой элиты во Франции ничего не получится. Как бы они там ни подрывали экономику Франции. А то, что вот громят, там все прочее, портят туристический сезон, это для того, чтобы подорвать экономику Франции. Вот. Но идет работа. Макрон сейчас, это вот, понимаете, такой, как бы, образ не совсем корректный, но тем не менее, чтобы это для понимания. Вот есть фильм «Батальоны просят огня». Как бы обозначение главного удара, но оттягивает на себя силы противника для того, чтобы был совершен прорыв. Вот американская страновая элита вписалась во Францию, и Макрон устойчиво их отрабатывает, освобождая поле деятельности для нанесения главного удара и Трампу, и Путину.